Оксана росла умненькой девочкой. Так говорила мама, да и никто вокруг и не сомневался. Она всегда здоровалась с соседями, запоминала, у кого из бабушек-соседок что болит. Они все в голос говорили, что ей надо быть врачом. А Оксане нравилось помогать людям. А когда соседка, баба Варя, подарила ей свой старый стетоскоп, то радости ребенка не было предела. Поэтому, когда она закончила школу, то поступила в медицинское училище. Оксана хотела быть именно медсестрой. Да, врачи важны, но и медсестры тоже. Они помогают больным не меньше, чем хирурги. На последнем курсе Оксана познакомилась с Николаем. Подруга уговорила пойти ее в клуб. «Оксанка, ну сколько можно сидеть над конспектами? Вставай и пошли отдохнем. Иначе я позову тетю Веру, и она мне поможет». «Да не смотри ты так на меня. Твоя мама меня поддерживает», — смеялась Юлька. В тот вечер Оксана чувствовала себя, как говорится, не в своей тарелке. Юлька познакомилась с парнем и потянула ее за собой. За столиком в углу тихо сидел еще парень. А когда Юля пошла танцевать с новым знакомым, они остались наедине. Слово за слово, и они разговорились. А когда парни проводили девчонок, то договорились встретиться следующим вечером. Мама Оксаны была рада, что Оксана, улыбаясь, собиралась на прогулку. Наконец-то она занималась не только учебой. Юлька со своим кавалером рассталась через неделю, а вот Оксана с Николаем поняли, что не могут друг без друга. Они много гуляли, общались. Николай оказался очень интересным собеседником. Когда Оксана привела его знакомиться с родителями, и те узнали, что Николай сирота и воспитывался в детском доме, то сначала были насторожены, но спустя пару часов они в нем души не чаяли. У Веры Николаевны были убеждения, что все дети из детского дома обозленные и неграмотные. И этот миф развеял Николай. Он был технарем, но в то же время мог поддержать беседу и про литературу. Он всегда любил читать. За это его в детском доме часто дразнили ботаником, потому как читать книги ему было более интересно, чем гонять мяч во дворе. После школы пошел в техникум. В каких-то несбыточных мечтах хотел стать архитектором, но был рад и просто строить. Ему нравилось строить, планировать. А еще он очень любил животных. Оказалось, что, как и Оксана, подкармливал кошек и собак, помогал пристроить брошенных. Николай ушел домой, а Вера в комнату. Иван Михайлович повернулся к жене. «Верунь, ну хороший ведь парень». «Да», — улыбаясь, ответила она. «Мне он тоже очень понравился, и с ним Оксана не забросила учебу, хоть и чаще стала выходить из дома». «А все, Верунь, потому, что мы хорошо воспитали дочь. Вот и парня нашла соответствующего». Они обнялись и пошли спать, улыбаясь. Когда Вера и Николай окончили учебу и устроились на работу, то решили пожениться. Николай сделал все, как считал нужным. Сначала попросил руки дочери у Ивана Михайловича, а потом уже у Оксаночки спросил, желает ли она стать его женой. Жить после свадьбы решено было пока у родителей Оксаны. Оттуда было близко к работе. Оксана устроилась в городскую больницу медсестрой, а Николай – в строительную компанию. Да и, честно говоря, снимать квартиру они пока не могли, а в свою комнату в общежитии Николай даже стеснялся предложить. То ли дело одинокому парню с соседями-балагурами и общей кухней, а вот семейным уже не то совсем. Так и жили, вместе с родителями в старом доме в черте областного города. Там же родилась Катенька, радость для мамы с папой и бабушки с дедушкой. Но, когда Катеньке было 5 лет, на месте их дома одна строительная фирма решила построить многоэтажку, и им предложили неплохую цену за дом. Все согласились. Родители купили однокомнатную квартиру на окраине, а Оксана с мужем и 5-летней дочкой уехали в большой поселок в 100 километрах от города. Они купили там за небольшую цену полдома, и это когда один большой дом по какой-то причине разделяют на 2 части. В их части было 3 больших комнаты и хороший двор с огородом, а соседом у них был дедушка, лет 70, Петрович. Когда Николай спросил о нем у бывших хозяев их части дома,
то они сказали, что он угрюмый и нелюдимый человек, поэтому с ним совсем не общались. Но они, как заехали в дом, решили все же с ним познакомиться и пошли к нему все вместе, втроем. Петрович посмотрел на новых соседей в грязное окошко и махнул рукой, мол, уходите. Оксана пожала плечами, поставила на перила крыльца пакет с пряниками и уже хотели уйти. Но тут Николай увидел, что у старого сарая соседа отвалилась дверца. Коля подошел к сараю и попробовал ее поправить. Не получилось. Тогда он попросил подождать, быстро сбегал на их половину двора и принес ящик с инструментами. Оксана оглянулась на окно и увидела, что Петрович стоит и смотрит на них, почему-то вытирая при этом глаза. Потом они услышали, как открылась дверь, и к ним вышел сосед, держа в руках несколько красных яблок. «Вы заходите ко мне, хоть изредка», — сказал он, когда познакомились. «Чайку попьем. У меня и настоечка есть, малиновая». Николай закивал головой, мол, да, конечно, обязательно зайдем. Петрович тогда заулыбался и сказал ему: «У тебя замечательные женщины, ты люби их, береги. Трудно это любить и беречь, потерять намного легче, но других таких не найдешь. Семья – оно самое драгоценное, что есть у человека». Оксана и Николай сказали старику, что были рады познакомиться, и ушли к себе. Вскоре Оксана устроилась в больницу медсестрой, а Николай на кирпичный завод водителем. Не было здесь пока работы по его специальности, но он не привык сидеть и ждать, а водил он хорошо, да и нужные категории были открыты. Дочка Катюшка стала ходить в детский сад. Жизнь потекла неторопливо и размеренно. Оксана работала по сменам, Николаю иногда приходилось задерживаться на работе, отправляли с кирпичом в другие районы. Так что однажды встала проблема, как забрать Катю из детского сада. Садик был практически рядом с домом, но если их обоих не было, кто же ее заберет? Вот Оксана и решилась попросить Петровича. Больше таких хороших знакомых у них тут еще не было. К ее удивлению, Петрович очень обрадовался, даже как-то расцвел дед, повеселел. Когда Коля приехал с работы и зашел к соседу за дочкой, то увидел, как они важно пили чай из блюдечек в прикуску с кусочками сахара. Катя была в таком восторге от такого чая, что уговорила и папу сесть с ними за стол и попробовать. С того дня они стали чаще заходить к старику. Особенно его полюбила Катюшка. Со временем она стала сама убегать к нему и часами там пропадала. Петрович угощал ее, показывал старые фотографии, рассказывал сказки, даже учил ее читать. Оксана в свободное время заходила помочь соседу по хозяйству, а Коля часто помогал ему что-то чинить. У старика руки уже тряслись, и он не все мог сделать сам, так что жили они дружно. Однажды Оксана зашла к нему с Катюшкой, а она уже по-хозяйски достала откуда-то из шкафа старую фотографию и принесла маме. «Смотри, мам, вот это жена дедушки, Раиса, а это его дочка Наташа. Правда они красивые? Дедушка говорит, что они живут где-то далеко. Да, деда?» Катюшка оглянулась на Петровича, а он тяжело вздохнул и кивнул. «Что ж они к вам не приезжают, Петрович? Или вы поссорились?» – спросила Оксана. «Нет, что ты!» – замахал старик. «Я их очень люблю. Они живут за границей. У моей Раечки спина все побаливала. Вот вместе с дочкой и уехала. Там и климат получше, и лечение. Им там хорошо. А я тут как-нибудь сам. Они у меня знаете какие? Наташа в школе самая лучшая отличница была. И спортсменка. Она даже в области первые места занимала. А Раечка в музыкальной школе работала. Ее все дети очень любили. Она ни на кого никогда не ругалась, голос не повышала. Если кто неправильно сыграет, она по голове погладит и тихонько так. Ты послушай, музыка, она как ручеек по камушкам течь должна. И дети слушали и старались. Петрович улыбался, глядя на фотографию и вытирая выступившие на глазах слезы.
А приехать они не могут. Звонят только. Мы подолгу разговариваем». Оксана подумала, что дочке нужно было бы и отца к себе забрать. Что ж они его одного бросили? Но постеснялась спросить. Может, он и сам переживает, а тут еще она с вопросами. Так прошел почти год. А однажды ночью Оксана и Коля услышали стук. Коля удивился, кого это принесло. Подошел к окну, посмотрел на улицу, но там никого не было. Тогда они поняли, что это стучит по стене Петрович. Они встревожились, ночью он их никогда не будил. Быстро оделись и побежали к соседу. Оказалось, что у него случился сердечный приступ. Оксана дала ему лекарство и вызвала скорую, а потом собрала старику необходимые вещи. Она видела, что его нужно везти в больницу. Врачи осмотрели Петровича и забрали его, сказав, что дело плохо. До самого утра Оксана не могла уснуть, все переживала за деда. А утром Катенька спрашивала маму, почему дедушка не машет ей в окошко, ведь он так делал каждое утро, когда она шла в садик. Проводив дочку в садик, Оксана позвонила в больницу и узнала, что он в тяжелом состоянии. Надо было как-то сообщить его дочери и жене о том, что он в больнице, подумала Оксана и пошла к его половине дома. Она зашла к нему в комнату и оглянулась в поисках телефона. И только сейчас сообразила, что никогда не видела его в руках соседа, никогда не слышала звонка или самого разговора. Ей стало как-то неуютно, и она стала искать сам телефон. На виду его не было. Тогда Оксана заглянула в комод, сервант, даже в кухонный шкаф. И ведь нашла, в шкатулке с иголками. Попыталась его включить, но телефон был полностью разряжен, а зарядка ей нигде на глаза не попадалась. Тогда Оксана пошла с ним к себе домой, поставила его на зарядку. В тот момент она была рада, что Коля не выкинул старые зарядки. Через несколько минут она смогла заглянуть в телефонную книгу. Каково же было ее удивление, когда она не нашла там ни Раи, ни Наташи. Единственным там был записан некий Василий. Сим-карта Петровича была заблокирована. Тогда Оксана решительно набрала этот номер со своего телефона. «Алло!» — раздался в трубке старческий голос. «Кто это?» «Здравствуйте, Василий. Извините, я не знаю вашего отчества. Я соседка Павла Петровича. Его вчера увезли в больницу с сердечным приступом. Состояние его не очень хорошее, вернее, плохое. Я хотела спросить, как дозвониться до его жены и дочери. Он сказал, что они живут где-то за границей. Наверное, нужно им сообщить». Собеседник молчал. Оксана только слышала его тяжелое дыхание. Уже хотела окликнуть его, как он медленно произнес. «Меня зовут Василий Андреевич. Я друг детства Паши и брат его жены Раи. Только вот какое дело, милая девушка. Раечка и Наташенька погибли много лет назад. Они поехали на спортивные соревнования в область, и автобус перевернулся. Тогда погибли не только они, но от этого никому не легче. Паша сильно переживал. Я думал, он не перенесет потери, но со временем он успокоился. Правда, больше не женился. А дом он потом разделил и большую его часть продал. Не мог жить один в этих пустых комнатах, но и уехать не смог. Василий Андреевич опять немного помолчал, а потом вздохнул. Я не смогу приехать, проведать его. Слаб уже стал, да и живу далеко. Вы, кажется, неплохой человек. Уж присмотрите за ним, пожалуйста, а я буду молиться за него. Да вот на старости лет и в Бога верить начал. И, пожалуйста, как он поправится, заставьте его позвонить мне. Очень давно мы с ним не разговаривали». Оксана была так поражена рассказом Василия Андреевича, что не сразу смогла ему ответить. Пообещав старику, что обязательно заставит соседа позвонить ему, она села на диван и несколько минут сидела, задумавшись. Вот ведь как! Петрович совсем один. Нет у него ни жены, ни дочери. И это он так себя успокаивает.
Придумал, что они уехали за границу, и другим так рассказывает. А все, что было до трагедии, правда. Была у него любимая жена и умница-дочка. Большие планы у нее были, спортивную карьеру пророчили. А потом вот так все оборвалось. Оксане стало его так жаль, что она заплакала. Вечером рассказала все Коле. Он тоже был ошеломлен. Они решили помогать соседу, как родному. Пусть хоть они у него будут. Главное, чтобы он выздоровел. Петрович поправился. Коля забрал его из больницы. Оксана с Катюшкой наготовили вкусненького. Прибрались в комнате старика. Повесили новые шторы, помыли окна. Петрович, когда зашел домой, даже прослезился. Так был растроган. Он с удовольствием покушал, потом обнял Катю и пообещал ей рассказать новую сказку, которую он придумал для нее в больнице. Ведь пока был там, только этим себя и вытаскивал. Придумывал сказки, думал, как будет их рассказывать Катеньке. Эти мысли придавали сил, и было желание выздороветь, ведь до появления этой семьи он просто ждал, когда отправится к жене и дочке. Ничего ему не хотелось. А потом появились они, как глоток свежего воздуха вдохнули в его дом. А Катенька, сколько было у него счастья, когда его попросили забрать ее из детского садика. Вот и сейчас смотрел он на нее и улыбался. А потом увидел свой телефон, который Оксана положила на комод. Петрович понял, что она знает правду. Он сразу погрустнел, а Оксана подошла к нему и присела рядом. «Мы всегда будем рядом, во всем будем помогать вам. Если вы не против, мы будем вашей семьей», сказала она ласково, приобняв старика за плечи, и услышала, как он тихонько всхлипнул. Петрович позвонил Василию Андреевичу на следующий день. Николай купил ему новую сим-карту и простой, но удобный телефон. Теперь старые друзья часто созванивались. Они не могли наговориться, ведь новостей за эти годы, что они не разговаривали, накопилось очень много. И очень часто Оксана слышала, как в разговоре Петрович называл их «мои девочки» или «мой Коля», и при этом его голос дрожал от гордости. Родители Оксаны тоже подружились со стариком, и когда приезжали в гости к детям, то устраивали пикники. А Иван Михайлович, узнав, что Петрович любит играть в шахматы, привез доску, и они могли часами сидеть под тенью дерева и играть, пока их не позовут за стол. Вера Николаевна гордилась своей дочерью и зятем, ведь не бросили старика, а значит, и их на старости лет не бросят. Хорошо воспитали дочку, а теперь вон и Катенька умницей растет. Прожил Петрович еще 8 лет, оставаясь родным человеком для Оксаны и Коли. За это время у них родился еще сын, Саша. Петрович любил сидеть в своем дворе с коляской, в которой спал малыш. Сосед качал его с важным видом, тихо прикрикивая на громко каркающих ворон и рычащего старого пса. А когда Петрович умер, они нашли у него завещание и записку. Он оставил им свою часть дома, а в записке написал всего несколько слов. «Этот дом был построен для счастья. Я желаю вам всегда быть вместе, мои родные». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.